Здравствуйте! Сегодня на канале Трико Бум мы с вами будем вязать ажурные треугольники, в которых используются прямые накиды, а также 2 лицевые петли, провязанные с наклоном влево и вправо. В схеме, которую я нашла в одном из старых журналов по вязанию, говорилось о том, что лицевые петли с наклоном вправо нужно провязывать 2 вместе за передние стенки, с наклоном влево 2 вместе за задние стенки, и с изнаночной стороны все петли должны провязываться изнаночными петлями. Итак, давайте приступим. Для нашего образца нам понадобится 17 петель, 2 краевые плюс 15, которые будут участвовать в раппорте рисунка. Провязываем 5 лицевых петель. Затем следующие 2 петли, вот эти 2, я провязываю вместе за переднюю стенку. Прямой накид, 1 лицевая петля, еще 1 прямой накид, и эти 2 петли провязываются вместе за заднюю стенку. Заканчиваем первый лицевой ряд. Поворачиваем полотно, и по схеме из журнала все эти петли вместе с накидами должны провязываться обычными изнаночными петлями за переднюю стенку. Второй ряд. Провязываем 4 лицевые петли. И вот сейчас мы с вами видим здесь перед ажурным отверстием 2 петли, которые нам нужно провязать 2 вместе за переднюю стенку. Затем делаем накид. 3 следующие петли, это 2 накида и 1 центральная петля, провязываются лицевыми петлями. Еще 1 прямой накид. И эти 2 петли провязываются 2 вместе за заднюю стенку. Оставшиеся 4 лицевые петли провязываем и заканчиваем этот ряд. С изнаночной стороны все петли провязываются изнаночными. Давайте посмотрим, что у нас получается после провязывания 2 рядов с накидами и с поворотом петель вправо и влево. Теперь выполняем 3-й ряд. Для этого сначала 3 лицевые петли, затем 2 петли, лежащие перед ажурным отверстием, мы провязываем 2 вместе за переднюю стенку. Затем делаем накид, и следующие 5 петель провязываем лицевыми. Еще 1 прямой накид, и эти 2 петли провязываются вместе за заднюю стенку. Заканчиваем ряд. И первый ажурный треугольник у нас готов. Давайте посмотрим еще раз, что получается при вот таком провязывании петель. Петли, которые наклоняются у нас вправо, они дают очень ровную строчку. Посмотрите, как хорошо легли все петли, независимо от того, где они вывязывались, в лицевом или в изнаночном ряду. Тогда как здесь есть неровность. Откуда она взялась? Дело в том, что когда мы провязываем 2 лицевые петли за заднюю стенку, вот эта петля у нас получается перекрученной. А
перекрученные петли, они выступают, рельефно выступают больше, чем обычная лицевая петля. И вот это здесь очень хорошо видно. Сначала петля наклонилась влево, перекрученная петля. С изнаночной стороны она ложится вертикально. С лицевой стороны опять у нее уклон влево больше, чем у той, которая с изнаночной стороны, и она ложится почти вертикально. Вот за счет этого получилась эта ступенчатость. Теперь я хочу попробовать второй вариант вывязывания двух петель вместе с наклоном влево. И для этого я буду поворачивать первую петлю, прежде чем вывязывать ее вместе со следующей. Первый ряд. Провязываем 5 лицевых петель. Эти две петли вместе за переднюю стенку, и они у нас получатся с наклоном вправо. Затем накид, 1 лицевая, накид. Теперь эту первую петлю я снимаю со спицы и разворачиваю, а затем захватываю 2 петли и провязываю их за заднюю стенку. Вот так мы будем делать в этом треугольнике. С изнаночной стороны ничего у нас не поменяется на этот раз. Мы тоже будем также все петли провязывать изнаночными. Второй ряд второго варианта. 4 лицевые петли. Эти 2 петли, лежащие перед ажурным отверстием, провязываем 2 вместе за переднюю стенку. Затем делаем накид и следующие 3 петли провязываем лицевыми. Еще один прямой накид. Первую петлю снимаем, поворачиваем, а затем 2 петли вместе провязываем за заднюю стенку. С изнаночной стороны все петли изнаночные. Третий ряд. Сначала провязываем 3 лицевые петли, затем 2 петли перед ажурным отверстием, за переднюю стенку 2 вместе. Накид, 5 лицевых петель, накид. Эту петлю сначала снимаем и разворачиваем, а затем 2 вместе за заднюю стенку. И посмотрим, что у нас получилось при таком провязывании 2 петель вместе. Посмотрите, очень неплохо. Так как петля не перекручена, а ложится прямо, то мы с вами практически добились того, чего хотелось. Эти петли идут ровненько, так же, как эти. Третий вариант. Мы попробуем использовать провязывание 2 петель вместе с помощью перекида. Итак, первый ряд. Провязываем 5 лицевых петель. Затем те петли, которые у нас наклоняются вправо, мы с вами ничего не меняем. Мы также их провязываем за переднюю стенку. Затем делаем прямой накид, 1 лицевая, еще 1 прямой накид. А вот теперь эти 2 петли, которые мы должны наклонить влево, делаем так. Сначала я снимаю первую петлю, не провязывая с левой спицы на правую. Вторая петля провязывается лицевой, а первая перекидывается через нее вот так и сбрасывается с левой спицы.
Заканчиваем первый лицевой ряд. Второй ряд, 4 лицевые петли, 2 вместе за переднюю стенку, накид, 3 лицевые, накид. Эта петля снимается без провязывания, вторая петля провязывается, а первая перекидывается через нее. И последний третий ряд. Две вместе за переднюю стенку, накид, 5 лицевых, накид. Эта петля снимается, вторая провязывается, первая через нее перекидывается. Завершаем этот треугольник изнаночным рядом. И посмотрим, что у нас получается в этом случае. Вот такой вариант провязывания двух петель вместе с наклоном влево очень напоминает первый вариант, когда первая петля ложится сильно наклонившись влево, а та петля, которая провязывается в изнаночном ряду, она практически становится вертикальной. Затем опять наклон влево и снова вертикальная. Вот очень хорошо это здесь просматривается. То есть вот такое провязывание петель дает нам опять разницу между петлями, которые наклоняются вправо и влево. Четвертый вариант. Я тоже буду перекидывать здесь первую петлю, но провязывать ее с изнаночной стороны не за переднюю, а за заднюю стенку. После краевой 5 лицевых петель, затем 2 петли за переднюю стенку, накид, 1 лицевая, накид. Еще раз снимаем первую, провязываем вторую, эту петлю перекидываем и заканчиваем лицевой ряд. Пока в этом варианте у нас ничего не отличается от предыдущего третьего. Но с изнаночной стороны те 2 петли, которые я наклонила влево, я сейчас, вот она, эта петля перед накидом, я ее провяжу изнаночной за заднюю стенку. А затем все оставшиеся петли провязываем обычными изнаночными за переднюю стенку. Второй ряд такого треугольника. После краевой 4 лицевые петли, 2 вместе за переднюю стенку, накид, 3 лицевые, накид. У нас петля лежит ровненько, не перекрученная, как в предыдущем варианте. И сейчас нам ее достаточно просто снять вот так, перекинуть и закончить лицевой ряд. С изнаночной стороны эту петлю нужно провязывать изнаночной, вот она перед накидом, за заднюю стенку. Оставшиеся петли вывязываем изнаночными за переднюю стенку. Третий ряд.
после краевой 3 лицевые, затем 2 вместе за переднюю стенку, накид, 5 лицевых, накид, снимаем эту петлю, вторую провязываем, первую перекидываем через нее. С изнаночной стороны петля перед накидом провязывается за заднюю стенку изнаночной. Вот что у нас получилось. То есть вот такое перекручивание первой петли с изнаночной стороны, то есть провязывание ее не за переднюю, а за заднюю стенку, дает нам снова очень ровненькие 2 наклона. И правый наклон, посмотрите, все петельки одинаковые, и левый наклон, тоже все петельки одинаковые. Поэтому если выбирать из этих 4 вариантов, которые мы сейчас с вами вместе сделали, для вывязывания вот таких ажурных треугольников, я считаю, что 2 и 4 вариант, они дают более красивый и ровный колосок, чем 1 и 3. А теперь я хочу вам показать 5 вариант выполнения вот такого ажурного треугольника, который отличается от этих 4 тем, что наклонять петли вправо и влево я буду не только в лицевом ряду, но и в изнаночном. Так, давайте приступим к вязанию этого варианта. Сначала провязываем 5 лицевых петель. Теперь вот эти 2, прежде чем я провяжу их вместе для того, чтобы наклонить вправо, сначала первую петлю я провяжу лицевой, но со спицы сбрасывать ее не буду. Затем я ее захватываю с последующей вместе и провязываю лицевой петлей. Только потом они сбрасываются. Затем накид, 1 лицевая, накид. Эти 2 петли, прежде чем их провязывать 2 вместе, сначала нам нужно их развернуть. Снимаем первую и вторую, разворачиваем их вот так за заднюю стенку, и только после этого провязываем 2 вместе за заднюю стенку. Затем после этих 2 петель делаем воздушную петлю так, чтобы у нас рабочая нить оставалась за работой. Лицевой ряд заканчивается, все лицевые. И посмотрим, что теперь у нас будет в изнаночном ряду. Сначала провяжем столько изнаночных, чтобы у нас перед накидом оставалось 2 петли. Вот прямой накид предыдущего ряда и 2 петли. Вот эта воздушная петля, которую мы только что с вами сделали в лицевом ряду, она просто перебрасывается с левой спицы на правую. Эта петля тоже перебрасывается, но ее нужно развернуть и вернуть на левую спицу. Эту петлю тоже возвращаем на левую спицу. И вот они теперь готовы для того, чтобы мы их провязали вместе изнаночной за заднюю стенку. Затем накид провязывается изнаночной, еще одна изнаночная и еще один накид. Те петли, 2 петли, вот они лежат после накида. Мы их провязываем 2 вместе изнаночной за переднюю стенку. Ну вот. Мы с вами убавили 2 петли в лицевом и компенсировали это прямым накидом. Затем еще 2 петли, которые были компенсированы прямым накидом. А те петли, которые мы с вами провязывали вместе в изнаночном ряду, мы компенсировали тем, что вот здесь я провязывала
из одной лицевой 2 лицевые, а здесь я делала одну воздушную петлю. Давайте повторим это все, чтобы закрепилось. Итак, 4 лицевые петли. Затем эти 2 петли нам нужно наклонить вправо. Первую я провязываю лицевой, не сбрасывая с левой спицы, а затем провязываю 2 вместе за переднюю стенку, и только потом мы их сбрасываем. Затем прямой накид, 3 лицевых, еще один накид. Эта петля уже лежит так, как нам нужно. Мы ее разворачивать не будем, мы просто ее снимаем. А эту петлю разворачиваем и возвращаем их обе на левую спицу. И только потом провязываем вместе за заднюю стенку. Затем делаем воздушную петлю так, чтобы нить была за работой. И заканчиваем лицевой ряд. Так, с изнаночной стороны провязываем столько изнаночных, чтобы перед воздушным нашим прямым накидом вот оставалось 2 петли. Эту воздушную петлю мы снимаем, изнаночную снимаем и разворачиваем. Воздушную петлю возвращаем на левую спицу. Затем захватываем их обе за заднюю стенку и провязываем изнаночной. Затем накид изнаночной, изнаночные петли, еще раз накид изнаночной. Эти 2 петли после накида провязываются изнаночной за переднюю стенку, 2 вместе. И заканчиваем изнаночный ряд. Последний, 3-й ряд этого треугольника повторяем все, что делали в 2 предыдущих рядах. Сначала 3 лицевые, затем первая из этой пары провязывается лицевой, затем захватывается с последующей вместе и также провязывается лицевой за переднюю стенку. Накид, 5 лицевых, накид. Здесь первая петля, видите, уклон хорошо виден, снимается. Вторая тоже снимается. Ее мы разворачиваем, а первую просто возвращаем на левую спицу. И затем провязываем 2 вместе за заднюю стенку. После них делается воздушная петля, нить за работой. И наш ряд заканчивается. С изнаночной стороны перед накидом должно оставаться 2 петли. Нить остается за работой. Эту петлю снимаем, эту снимаем и разворачиваем. Эту возвращаем на левую спицу. Затем захватываем их за заднюю стенку, 2 вместе, и провязываем изнаночной за заднюю стенку. Вяжем следующие петли до вот этого накида. После него 2 петли, провязываются 2 вместе за переднюю стенку. И вот наш треугольник готов. Давайте посмотрим, что дает такое провязывание петель. Вот с таким двойным убавлением и двойным прибавлением. Посмотрите, вот, по-моему, это первый вариант, который дал нам идеальные 2 строчки, наклоненные вправо и влево. И если мы сравним угол, вот посмотрите, здесь и здесь угол немножко шире. Вот этот вариант мне нравится больше всех из 5 предложенных. Я долго искала, как сделать вот это идеальное совпадение рисунка наклона вправо и влево, и мне кажется, что вот этот вариант как раз самый удачный. Ну вот теперь вы умеете вывязывать петли с наклоном, 2 петли вместе с наклоном влево 5 вариантами.
Мне очень хочется, чтобы каждый из этих вариантов вы смогли использовать в ваших новых вязальных работах. Я желаю вам удачи, всего вам доброго и до встречи на канале Трико Бум. До свидания.